нашу жизнь во время войны можно сравнить с большой бурей. Буря, которая поднялась на море, обычно море спокойное, но бывает иногда нет. Вот мы жили в мире, а вот сейчас то, что происходит, хотя по милости Божией на нашей территории не рвутся снаряды, но мы ощущаем это волнение, потому что кого-то из родных призвали в армию, кто-то на передовой. А даже если мы здесь просто, и все наши здесь, то как минимум вой сирен напоминает о том, что угроза и опасность есть. Минут 20 тому назад выла сирена, еще и отбоя не было. Это говорит о том, что так пущена ракета, возможно, с российского какого-то корабля, и ее траектория указывает, что, возможно, она пролетит через Винницкую область. И потому сирена предупреждает. Прошло минут 20, я так думаю, что, наверное, если она так летит в нашу сторону, где-то она пролетает в Винницкую область, потому что если ее не сбили, если она летит дальше. Но Бог желает, чтобы мы могли Ему доверять и тогда, когда буря. Сегодняшняя евангельская история о буре, в которую попали ученики. Евангелие Матфея, глава 14. Матфей описывает эту историю, добавляя особенные детали, те детали, которые не описывают другие евангелисты. 22 стих 14 главы. «И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. Христос перед этим сделал большое чудо для людей, Он их накормил. Вот как утром сегодня Сергей Ильич хорошо сравнил, что вот нам братья передали по образцу Христа продукты, вот хлеб и рыбу. Он накормил 1000 людей, и люди были в таком энтузиазме, им понравилось, что Христос сделал. И многие из них хотели, чтобы уже Он тут же стал царем и так их кормил. Это не входило в Божьи планы, не входило в планы Христа. И хотя это понравилось ученикам, такой вот настрой, Иисус отправляет учеников подальше от этого настроя, переплыть через море. Море это по еврейским размерам. Это море, по-нашему это озеро. Его, я думаю, свободно ученики переплывали примерно за час, гребя этими веслами. Но этот раз пошло не так, как ожидалось. Он их отправил с вечера, а они отплыли, и вскоре сильный ветер взволновал это озеро или это небольшое море. Так что их плавание стало очень и очень опасным. И как бы они ни старались и не гребли, а ветер был против них, они как будто бы замерли на море, и их усилия мало что продвигали их. Так что они вот уже ночь идет, а они еще не доплыли, они еще в этом море. В этом бушующем море усталые, мокрые, перепуганные, потому что была угроза их жизни, угроза, что они могли утонуть. А Христос в это время уединился на берегу, чтобы помолиться, чтобы быть в общении с Отцом.
Но будучи в общении с отцом, он видит эту бурю, это бушующее море, и он выходит к ним навстречу. Или чтобы их догнать и их спасти. Стиха 25. В четвертую же стражу ночи, эта стража начиналась с 3 ночи до 6 утра, ну как бы уже под утро, скажем так. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю, идя ногами пешком по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак. И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь, это я, не бойтесь. Ученики и до этого были перепуганы бушующими этими волнами, заливающими их лодку. Но вот когда ночь была особенно темна, ближе к рассвету, они видят какой-то силуэт, приближающийся к ним по морю. Ну и что они могли бы подумать? Что бы мы бы подумали в такой ситуации? Ну, по морю люди не ходят. Это даже не плохая земля, это даже не болото, это море, бушующее море. Это невозможно. И они предполагали, что вот какой-то призрак к ним наближается. Настолько предполагали, что закричали, эти мужики закричали. Иисус успокаивает их. Он говорит для них очень хорошим, знакомым голосом, который не привыкли слушать. Голос своего учителя они быстро узнали: это я, не бойтесь. Это я, ободритесь. Ободритесь, это я иду к вам на помощь, чтобы вас спасти. Это я. Знаете, я думаю, если мы сравним себя в нашей жизненной буре, то легче быть спокойным, когда жизнь шла размеренно. Сложнее, когда снаряды, когда взрывы, когда кому-то приходится быть на передовой из верующих. Доверять, что все в Божьих руках. И кажется: Господи, где же ты? Где же ты? А Он, оказывается, очень близко. Но то, что Он даже близко, Он еще больше их пугает. Знак Его присутствия, думают, что-то, может быть, мы себе надумали, вообразили. Это я, не бойтесь. И дальше Матфей описывает участие Петра в этом эпизоде, которые не писали другие евангелисты. Стиха 28. Петр сказал ему в ответ, когда Иисус говорит: это я, не бойтесь, Петр в ответ: Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, Иисус ему говорит: иди. То есть Иисус говорит, дает ему это повеление: иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде. Петр шагает по воде, как по земле, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: Господи, спаси меня! Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился? Перед тем, как нам, может быть, где-то укорить Петра, давайте увидим его достоинство. Они перепуганы, они усталые, им смерть уже смотрела на глаза, это буря. Вот тут они встревожились каким-то призраком. Оказывается, это Христос идет. И Петр на таких возвышенных эмоциях. Христос идет. Чудо. Его учитель идет к ним. И он из любви к Господу, из такого подъема желает быть поближе к Господу, желает пойти к Нему, не дожидаясь, пока Он дойдет, пойти к Нему навстречу. Если бы я там был в этой лодке, я за себя скажу, если бы я был в этой лодке, я бы подумал: это нерационально, спешить, рисковать, можно дождаться, пока Господь придет, и тут же его поприветствовать. Но Петр действует больше,
так вот, сердцем, любящим сердцем. Он говорит: Господи, позволь мне. Иисус говорит: иди. И как только Господь сказал: иди, он тут же, без всякого сомнения, в этой ночи переступает через лодку и пошагал. И какое-то время он шагал. Ну что случилось дальше? Стих 30. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Знаете, опасно было смотреть за этим ветром, который поднимает эти волны. В лодке было опасно смотреть. Но намного опаснее было, когда эти волны били не в лодку, когда эти волны бьют в тебя, в твое тело, и ты шагаешь по воде. И вот, видя, вот, как этот ветер поднимает эти волны, обращая на это внимание, вот сердце Петра ушло где-то в пятки, да? И с ним его вера где-то испарилась, вот доверие, что Господь его доведет. И вот усомнившись или вот растерявшись, потерявший ту уверенность, что он может дойти до Христа, если ему Иисус повелел, он в тот же мгновение начал тонуть. Я себе вот так рисую, как это могло произойти. И примерно я себе думаю так: если бы я шел вот по замерзшему озеру, да, вот по замерзшему по льду, и так уверенно шагаю, и тут в какой-то момент я проваливаюсь. То как быстро я проваливаюсь? Это моментально. Вот он шел, вот Господь его своей силой поддерживал, и он шел по этому морю, как к чему-то твердому, до того момента, пока он доверял, что Христос его доведет. Но где-то вот обративший внимание на угрозы и испугавшись, потерявший доверие, он тут же оказался как бы вне поля действия Божьей силы. И вот эта фраза, что он начал тонуть, это было мгновенно. Это не то, что он где-то вот опустился, может быть, по щиколотке или, может, по колено. Мгновенно он проваливается и заорал, закричал: Господи, спаси меня! То есть он коротко, тут не было долго говорить. Это как если это вот сигнал СОС. Почему он короткий? Тут, когда погибель, тут нет времени писать тебе целые предложения. Господи, спаси! Господи, спаси! Он закричал, потому что ветер, шум, он хотел, чтобы Господь его услышал, чтобы он точно его сигнал СОС принял. И, помните, вот, мы помним, что дальше было. Иисус и выговаривает ему, делает упрек, но упрек он делает не раньше, чем ему поможет. Знаете? Если бы делать упрек раньше, можно дождаться, что вода зальет его рот, уши, и он уже будет где-то там, как Иона, нужно будет вылавливать. Поэтому что первое делает Господь? Иисус, стих 31. Иисус тотчас, тот же миг, как Петр заорал, тот же миг, тот час простер руку свою, подержал, буквально схватился за эту руку и удержал его. И когда он его удержал, когда он его держит своей силой, уже поднимается с этой воды, держит своей силой, вот тогда Господь ему делает такое маленькое обличение, маленькое наставление. Тут же как бы наглядный урок. И вот маловерный, зачем ты усомнился? Однозначно у Петра была вера. Без веры он бы не перешагнул за лодку и не пошел бы. Но Иисус говорит, что твоей веры было мало. Потому что вот ветер, который ты увидел, и волны, твою веру вот рассеяли. Ты усомнился. Зачем ты усомнился? Тебе нужно было дальше доверять тому, вот тебя, что напугали волны, но я эти волны контролирую, я по ним иду. Я тебя по этим волнам уже провел какой-то час дистанции. Зачем ты усомнился? Где-то мне это, может быть, хорошая иллюстрация христианской жизни. Жизнь христианина, новая жизнь христианина, это что-то такое невероятное, невозможное. Это как будто бы идти по воде. Быть христианином в этом мире, в этом бушующем море, это когда море бушует,
Но оно тебя не захватывает своей ненавистью, своей злостью, своей агрессией. Ты идешь по этому морю как бы выше всего этого. Вот быть верующим – это быть выше всего этого. И мы можем так идти, если мы пошли за Господом, пошли к Нему навстречу, если мы доверяем Ему. Но бывает так, что человек становится на жизнь христианскую, а потом смотришь, его нет, он же где-то уже туда уже, его засосало это море, он же тонет. Почему такое происходит? Потому что где-то этой веры не хватило или не хватает. Но радует, что Господь, Христос, не поступает с нами, как вот, может быть, кто-то другой. Ты такой вот глупый ученик, непослушный, усомнился, ну так тебе пусть узнаешь. Может быть, потом тебя со дна моря подниму, когда почувствуешь. И Господь тут же идет на помощь. Он желает нас вытянуть или поднять. Он желает нас снова сделать, как бы поставить рядом с собой. И в этой жизненной ситуации, в этом буре, в этой войне Он желает, чтобы мы прошли с Ним по этой бушующей поверхности как бы спокойным сердцем, доверяя Ему. И вот дальше эта история, стих 32. «И когда вошли они в лодку, ветер утих». Они вошли в лодку, знаете, вот деталь. То есть Иисус не затянул его в лодку, знаете, если он уже такой вот. Они вошли в лодку. То есть Петр переступил, значит, он смог уже держаться за Христа и быть выше воды, или стоять на воде. И не раз, возможно, слышали истории, когда кто-то кого-то спасает в воде, и бывает так, что погибают оба, и утопающий, и спасающий. Потому что человек, который тонет это в своем страхе, он становится настолько таким как бы несносным бременем, что вот в этих своих страхах он хватается за спасающего и мешает ему спастись. Это очень часто такое случается. Не так легко спасти человека, погибающего в воде. Но Христос ведь имеет такую силу, что не просто его спасает, а вытягивает и вместе с ним заходит в лодку. Сходит в лодку, и стих 33, «И бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: истинно, ты Сын Божий». Вот они сходят в лодку, и когда они зашли в лодку, становится полное спокойствие, полный штиль. Буря мгновенно буря утихает. Мгновенно. Вот не только ветер утих, а и море утихло. И вот же когда среди этого полного спокойствия происходит такое вот очень и очень необычное собрание, богослужение. Богослужение, когда мы пришли, к Богу поклонились. Вот в лодке эти апостолы, ученики Христа, вместе с Петром, все вместе, что они ему поклоняются, говорят: ты Сын Божий. Вот то, что мы увидели, мы до этого как бы подогадывались, кто ты есть. Мы догадывались, что ты не простой там раввин, не простой пророк. Мы вот видели в твои великие чудеса, еще раз, наши мысли были, что ты Сын Божий, но теперь мы уверены, ты Сын Божий. Произошло что-то невероятное. Когда были еще иероглифы или символы, не было таких вот текстов из букв, то и этими иероглифами пользовались египтяне, то у них был символ, рисунок, который изображал термин чего-то невозможного, что-то невозможное. Вот термин чего-то невозможного или символ, это была пара ног, стоящих на поверхности воды. Это было это невозможно. И физически это невозможно, но для Бога, который создал
все законы, и эти законы подчиняются ему, нет невозможного пройтись по этим вот законам. Его сила выше этих законов. И вот видя это невозможно, видя Христа, идущего, Иисус догнал их, они уже проплыли большую часть моря, это могло быть, может быть, 4 километра, как Иисус прошел по бушующему морю пешком. То есть это не просто там 20 метров, метр не пройдем, мы как только начнем тонуть. Километры Господь прошел по этому морю. Петр, я не знаю, сколько там метров прошел, но тоже пошел благодаря тому, что Господь его удержал своей силой, и своей силой сохранил его. Вот мы пели, что псалом «Бог ведь загибли спас». Вот я думаю, Петр мог петь этот псалом в тот вечер. «Бог ведь загибли спас». Господи, Иисус, я погибал, я утонул, а ты меня спас. Ты меня спас. И вот эти ученики, видя вот, как Господь к ним пришел, видя, как Он Петра довел в эту лодку, видя, как они пришагнули в лодку, и стало абсолютное спокойствие, буря тут же повиновалась своему Создателю, успокоилась, и они ему поклоняются. Вот они ему поклоняются, и очень скоро, буквально, потому что при спокойной погоде, это было, можно было бы очень быстро доплыть, и они очень скоро оказываются у желаемого берега. Они на суше. Иисус их спас. Это вот история изображает нашу жизнь. Мы, когда пошли за Христом, за Евангелием, уверовали, мы хотим, чтобы Он нас доправил до другого берега. Вот даже есть такие, многие псалмы, которые мы поем, имеют эту идею, что мы у берега родного, да, то есть когда мы достигаем небес после смерти. Вот мы хотим доплыть до этого берега. И вот иногда в нашем плавании возникают бури. Может быть, сегодняшняя ситуация, которую мы переживаем, это тоже буря, которая возникла в нашей жизни, Бог допустил ее. Почему-то Бог допустил в жизни учеников эту бурю. Он желает, чтобы мы прошли через жизненные бури и стали более сильными, более, может быть, посвященными, более испытанными. И Он может нас в этом сохранить и сберечь. Он может сделать так, что Его силой Он нас доведет до того берега небесного, где Он нас уже сам ждет. Знаете, есть еще один короткий текст, я прочитаю, из послания Петра. Вот с того Петра, который тонул и был спасен, и потом он пишет письмо. Я не думаю, что эта фраза, вот, это воспоминание о том опыте, как он тонул. Я не думаю, но он очень подходит к тому, что мы только что читали для нас. 1 Петра 1,5. «Силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время». Вот. Есть спасение там, вот, на том берегу, которое нас ждет. Там есть сокровища, там есть наши наследства, которые к нам Бог готовит. Но как мы туда можем добраться? Вот силою Божией, Божья сила нас может туда доставить. Мы можем туда дойти. Через эту бурю, через это море. Силою Божьей мы туда можем дойти. Но как эта сила Божья нас держит? Через веру. Пока мы верим, пока мы доверяем, эти Божьи руки нас несут туда. Если мы потеряем веру, мы окажемся вне Божьей силы, и мы будем как Петр тонуть. И дай Бог, чтобы, если где-то это происходит, мы снова в своей вере к Нему кричали: «Господи, спаси!», чтобы Он взял в свои руки и силой Божьей по нашей вере довел. Бог ведь загибли спас. Он нас спас, спасает и спасет по нашей вере. Аминь.